гениально, все очень просто. И сегодня мы поговорим на провокационную тему религии, веры, амулеты, знаки, будь то низкие частоты, будь то высокие частоты. Я буду говорить за то, что человек должен стать единым целым. Да, это новый уровень сознания, который будет воспитываться на Земле сейчас. Я не боюсь этих слов, но это время пришло, и многие люди сейчас будут просыпаться, а кто проснулся, он очень легко понимает мои слова и осознает, что это время настало. Многие люди сейчас просыпаются, я называю это дети индиго, дети более учителя и так далее. Провокационная тема, знаки, крестики, ритуалы, шаманы. Как может на вас они влиять в этой жизни? И также они влияют и помогают его обладателям. Но также они могут быть преградой тому или иному человеку для более достижения не школы, а института сознания. Потому что сознание у нас никогда не остановится. Вы должны это понять и принять. Человек дошел до одного уровня, он должен переходить в другой уровень. Эра Водолея – это новые знания. Моя эра. Я Водолей, кстати. Потому сказки и рассказываю. Знаки. Недавно встретил на Фейсбуке, один паренек говорил, он показывал амулет, и люди разные развивали тему. Этот амулет, он не знает, он говорит, его надо найти где-то, там, то-то, то-то. Я понимаю этого человека, потому что с тех жизней, которые были до нас, опять же, я говорю метафорически за то, что мы не можем сейчас потрогать. Но мы также не можем ни Иисуса потрогать, мы не можем веру потрогать, мы не можем потрогать знание о том, что тот или иной человек жив, он только в нас в памяти, понимаете? У нас все зиждется на вере, только на вере. Каждый день мы живем верой, мы вспоминаниями живем верой в будущее, в прошлое. Это все вера и память. Это все записывается так же, как записывается на пленку сейчас на камеру. Это все абсолютная вера и запись. Люди воплощаются постоянно. Цель игры – познание себя в этой игре. В данный период на планете Земля в теле человека. Как он развивается, какие он проходит эволюционные процессы, как он узнает сам себя как Творца. И вернемся обратно к амулетам. И этот амулет древний. И он говорит, его надо найти и избавиться. Да, он держит. Потому что в других жизнях каждый непонимающий, он влаживает веру, будь то в крестик, будь то в амулет, защищающий, оберегающий его, который давал ему силу. На самом деле давал не амулет силу, а его вера в этот амулет. Опять же, все отталкивается от веры. Он верит, что этот амулет будет помогать? Будет. Если человек поверит, что палочка будет помогать, она ему будет помогать. Как Иисус говорит, да будет вам по вашей вере. Кто поклоняется всяким дьяволам, кто поклоняется, они верят в это, и он помогает. И он оживает. Даже, как говорится, если бы его не было, его надо было создать. Потому что кто-то бы верил и в это, влево, вправо, вверх, вниз, это все вера. И этих людей, эти знаки могут держать в новых воплощениях. Потому что они понимают, многие обречены на тяжкие испытания в этих жизнях. В тех жизнях у них могло быть очень хорошо, они могли очень сильно управлять то ли людьми, то ли повелителями, знания были сильные, но переиграли, перестарались. И в эти жизни они воплощаются, они ведут очень простую жизнь, очень, я даже сказал бы, неинтересный образ жизни. Но они обязаны его тоже проходить, это как карма.
Что надо делать? Надо таким людям, которые думают, что их что-то держит, какой-то амулет, работать с самим собой. Они должны прийти к себе и сказать, что я ухожу от всех амулетов, от всех значков, от всех пониманий. Куда я влаживал энергию в тех жизнях, в этих жизнях. Я влажу энергию только в одного Творца. Он есть мой Создатель, Он есть мой все. Он меня создал. Этого достаточно. Если человек это уже понимает, этого уже достаточно. И освободить себя от всех знаков. Честно сказать, я себя освободил от всех знаков. У меня пришло время, понимание, и я понял, я не знал, что со мной происходит, я просто освободил себя. Да, могу украшения какие-то носить, но как украшения, не больше. Но у меня глубокое уважение к религии. Потому что я осознаю, понимаю, что до этой жизни я тоже жил. И разные времена. В те времена нельзя было говорить такими мыслями, которыми и суждениями, которыми я сейчас говорю. За это бы распяли, спалили. И людям таким, как Индиго я называю, им необходимо было принимать те или иные игры. Христиане, да, он должен принимать христианскую веру, но он нес одни и те же знания. Знания, познание себя. Но он использовать должен был костюм, рясу, он должен был одеть какой-то костюм, чтобы подпадать под тот образ жизни и тот период времени. Будь то там шаманы какие-то, с этого можно уже выходить. Ну и сказать, оно помогает. Да, оно помогает. Но есть еще. Я предлагаю перейти в более высокий уровень понимания. Это институт. Есть школа, есть институт. В институте уже не надо использовать те предметы, которые вы использовали в школе. У вас уже знания эти есть, они никуда не денутся. Если вы воспитали в христианстве, православии веру в Творца, в Бога, единого, и не только в религии, а единого. Вы же понимаете? Бог, Творец, един. И для китайца, и для украинца, и для русского, и для американца, и для француза, и для швейцарца. Он для всех един. И это говорили все пророки. Все. Но вы не слышите. Вы думаете, что какая-то религия определенная. И они все говорят, дорогие мои, Творец един для меня и для него. Понимаете эти слова? И мой Творец не выше его. Он такой же, как и вы. Это говорили все. Абсолютно. Но кто вами управляет, ему невыгодно. Он говорит, нет, только мы правы. Или мы создали эти религии. Есть такие там по телевизору. Гордятся этим. Это школа. Но они не понимают, тот, кто наблюдает за ними, тоже все понимает. Даже больше. Есть люди, вхожие в такие двери, вот как в книгах написано, Иисус, Он говорит, я знаю настолько, что вы не представляете. Вам эти двери не открыты. Матрена Московская это писала. Она была слепая, она видела глазами Творца. Но я могу говорить более тот, кто хоть жил. Я не могу далеко брать. Потому что далеко это очень далеко. Все переделали миллион раз.
Люди спорят, мясо есть можно, какие религии едят. Да нет, это совсем для духовного развития это все было сказано. Но человек растет в своем естестве. И это естественно. От знаков избавляйтесь. Уходите. Но мы эту тему продолжим с вами. Уходите от всех. Я не буду каждый называть знак. Но вы можете от всего избавиться в один день. Если вас интересует, задавайте вопросы. Я с радостью на них отвечу. Задавайте тему, чтобы я понимал, от чего отталкиваться. Мне так будет легче. Я в данный период, то, что я услышал, и сразу я считаю, что надо этим поделиться с людьми. Услышал, и причем, когда я говорю, информация добавляется. Избавляйтесь от всех знаков. Верьте только в единого Творца. У него нет никаких значков. Все значки были даны, амулеты, ритуалы для того, чтобы вы воспитали веру. Поймите, вам штаны нужны только для физкультуры. Пришло время, они стерлись, не бойтесь скинуть эти штаны, одеть новые штаны своего рода. Или быть без штанов, на улице жара. Шорты оденьте, попроще. Зима уходит, одевайте шорты, не надо в теплых бегать. О чем я говорю? Снимайте одежды старые, одевайте новые. Новые одежды не противоречат вам, вашим устоям, вашим пониманиям жизни. Они ни капельки не противоречат новые устои, что зима пришла, надо теплые снимать. Ну все, ихнее время прошло. Вспоминайте оригинал тех людей, которые говорили оригинал. Не создай себе кумира. Никто из них религии не придумывал. Ну подумайте вот сами, без никого в своем... Он говорил, что религии не придумывал. Кто-то придумал другой. Для вашего управления, для общих знаний. Школа – это полезно. Но когда вы уже созрели, эта вера должна остаться в вас. Она должен, этот крестик, этот кулончик, он должен остаться в вас. Но вы должны уже об этом помнить, не глядячи, а в душе он у вас должен остаться. Вот к чему я говорю. От физических проявлений, чтобы вам было легче. И все. С ним не надо расставаться. Это все останется, только мои слова тому, что это все физическое. От него избавляйтесь. Оно вас будет тяготить в этой жизни или в следующей. Поверьте, вы не исчезнете, если вы уберете какую-то цепочку, какой-то кулончик. У вас должна вера остаться. И это самое главное. Люблю, обнимаю всех мужикам, девушкам, бабушкам привет. Целую, обнимаю, родным привет. Подписываемся на канал, задаем.